Киото — это не просто город, это огромный музей под открытым небом, где каждый камень и каждое дерево являются свидетелями великой истории. На протяжении более чем 11 столетий, с 794 по 1868 год, Киото, носивший тогда имя Хэйан-кё, столица мира и спокойствия, был официальной резиденцией японских императоров. Именно здесь формировался тот культурный код, который мы сегодня называем японским. От изысканной кухни кайсеки до утонченного искусства чайной церемонии. Когда вы впервые выходите из футуристичного здания вокзала Киото, построенного из стекла и стали, вас встречает резкий контраст. Современная Япония с ее технологиями и скоростью здесь словно делает шаг назад, уступая место вечности. Киото удалось пережить Вторую мировую войну практически без разрушений, что позволило сохранить более 2000 храмов и святилищ. Это город, где за фасадом обычного жилого дома может скрываться сад, чей дизайн не менялся 500 лет. В этом фильме мы пройдем по следам императоров, монахов и великих воинов, чтобы понять, как Киото удается оставаться живым сердцем страны в эпоху глобальных перемен. На севере Киото, среди густых лесов и холмов, расположено одно из самых прекрасных архитектурных творений человечества — Кинкаку-дзи, или «Золотой павильон». Построенный в 1397 году как вилла для сёгуна Асикага Йосимицу, он позже стал дзен-буддийским храмом. Два верхних этажа павильона полностью покрыты листами чистого золота, а крышу венчает бронзовый феникс. Павильон стоит на берегу зеркального озера Кёкоти, и в ясный день кажется, что в мире существуют два золотых храма. Один тянется к небу, а другой уходит в глубину вод. Это зрелище призвано символизировать рай на земле, место, где мирская суета растворяется в сиянии благородного металла. Полной противоположностью, но не менее важным символом является Гинкаку-дзи, или Серебряный павильон. Внук создателя Золотого храма, сёгун Йосимаса, хотел покрыть свою резиденцию серебром, но из-за затянувшейся войны у него не хватило на это средств. В итоге павильон остался деревянным, явив миру эстетику ваби-саби. Нахождение красоты в простоте, недосказанности и естественном старении. Сад песка у Гинкаку-дзи, имитирующий лунное море, и аккуратно подстриженные кусты мха создают атмосферу глубокой меланхолии и созерцания. Здесь понимаешь, что истинная ценность не всегда измеряется золотом. Иногда тишина и скромность дерева говорят о божественном гораздо громче. Политическая история Киото — это история постоянного напряжения между божественной властью императора
и военной мощью сёгунов. Замок Нидзё, построенный в 1603 году, был призван продемонстрировать превосходство клана Токугава. Внутреннее убранство дворца Нинамару поражает роскошной росписью стен, выполненной мастерами школы Кана. Здесь на золотом фоне изображены тигры и могучие сосны, символы силы и долголетия. Уникальной особенностью замка являются соловьиные полы, хитрая система крепления, которая издает звук, похожий на чириканье птиц при малейшем давлении. Это была идеальная защита от ночных убийц-ниндзя. Всего в паре километров отсюда находится императорский дворец Госсё. Его архитектура — полная противоположность замку сёгуна. Здесь нет золота или вызывающей роскоши. Госсё — это царство чистого дерева, белых стен и безупречных линий. Архитектурный стиль Синден-дзукури отражает близость императора к богам и природе. Огромные пустые пространства, засыпанные белым гравием, создают ощущение дистанции и священного трепета. Прогуливаясь по этим залам, понимаешь, что японская власть всегда была двойственной. Одна опиралась на мечи, другая — на ритуалы и происхождение. На юге города расположено место, которое ежегодно посещают миллионы людей, ищущих удачи и процветания. Фусими Инари-Тайся — это главное святилище в честь божества Инари, покровителя риса, земледелия и бизнеса. Считается, что лисицы, кицунэ, являются посланниками этого божества, поэтому их каменные изваяния с ключами от амбаров или свитками в зубах встречаются здесь на каждом шагу. Главная особенность храма — туннели из 1000 ярко-красных ворот Тории. Каждая арка подарена частным лицом или корпорацией в надежде на успех или в благодарность за него. Имена дарителей нанесены на заднюю сторону ворот черной краской. Этот бесконечный коридор тянется вверх по склону горы Инари на 4 километра. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше становится туристов, тем гуще подступают кедровые леса, и тем сильнее ощущается древняя энергия гор. Вдоль тропы спрятаны маленькие алтари Ацука, где пахнет благовониями, а в сумерках зажигаются каменные фонари, превращая путь в мистическое путешествие между мирами.
Киото — столица дзен-буддизма в Японии, и нигде это не чувствуется так сильно, как в храме Рёан-Дзи. Его знаменитый сад камней — это загадка, не имеющая однозначного ответа. 15 черных камней разного размера расположены на прямоугольнике из тщательно выровненного белого гравия. С какой бы точки веранды вы ни смотрели, вы всегда увидите только 14 камней. Считается, что 15-й камень доступен только тому, кто достиг духовного просветления. Для кого-то это острова в океане, для кого-то тигрица с тигрятами, переплывающее море, а для кого-то чистая пустота. Не менее впечатляющим является храм Сайхо-Дзи, известный как храм Мха. Чтобы попасть сюда, нужно заранее отправить письменный запрос и принять участие в буддийском ритуале переписывания сутр. Но усилия того стоят. Сад храма покрыт более чем 120 видами изумрудного мха, создавая ощущение нереального сказочного ландшафта. Эти сады учат нас тому, что красота не в пышном цветении, а в фактуре, форме и способности человека видеть бесконечное в малом. С наступлением вечера улицы района Гион преобразуются. Старые деревянные дома, матия с решетчатыми окнами коси, наполняются мягким светом фонарей. Гион — это сердце культуры гейш, или, как их называют в Киото, гейко, искусница, и майко, танцовщица. Это не просто профессия, это образ жизни, требующий десятилетий обучения музыке, танцам и искусству общения. Проходя мимо чайных домов Атяя, вы можете услышать звуки трехструнного семисена. Несмотря на глобализацию, мир гейш остается крайне закрытым и консервативным. Чтобы попасть внутрь такого дома, нужно иметь рекомендацию и быть своим. Это мир, где время течет по-другому, где каждый жест имеет значение, а кимоно стоимостью в десятки тысяч долларов считаются обычной рабочей одеждой. Гион — это живое напоминание о том, что настоящая красота всегда таинственна и требует защиты от посторонних глаз. Западный район Арасияма издавна был местом отдыха аристократии. Его визитная карточка — бамбуковая роща Сагано. Огромные стебли бамбука уходят высоко в небо, закрывая солнце и создавая внутри рощи особый микроклимат. Когда дует ветер, бамбук издает характерный скрип и свист.
Этот звук включен Министерством окружающей среды Японии в список 100 звуков, которые необходимо сохранить. Рядом протекает река Ходзу, по которой можно совершить сплав на традиционных деревянных лодках. Над рекой возвышается мост Тогэцукё, название которого переводится как «мост через Луну». Говорят, что однажды император увидел, как Луна медленно движется над перилами моста, словно пересекая его. Осенью склоны окрестных гор окрашиваются в невероятные оттенки красного и оранжевого, превращая Арасияму в живое полотно великого художника. Это место напоминает нам о хрупкости момента и необходимости ценить смену времен. Между храмами Гинкакудзи и Нанзэнцзи вьется узкая тропинка вдоль небольшого канала, обсаженного сотнями деревьев сакуры. Это тропа философа Тецугаку но Мити. Свое название она получила в честь профессора философии Киотского университета Нисиды Китаро, который каждое утро совершал здесь прогулку, погруженный в свои раздумья. Это место для неспешного шага. Вдоль тропы расположены маленькие уютные кафе, мастерские керамики и тихие храмы, такие как Хонэн-ин. Весной здесь бушует розовое море лепестков, а летом по вечерам можно увидеть светлячков. Проходя этим путем, невольно начинаешь задумываться о вечных вопросах, ведь сама атмосфера Киото располагает к поиску внутренней гармонии. Говоря о Киото, невозможно забыть о его гастрономии. Кухня Киото, кёрёри, базируется на свежайших сезонных овощах, соевом твороге тофу и рыбе. Рынок Нисики, известный как кухня Киото, существует уже несколько столетий. Под разноцветной стеклянной крышей собраны сотни лавок, торгующих соленьями цукэмоно, сушеными водорослями, свежими морепродуктами и сладостями вагаси. Здесь можно попробовать все, от осьминогов на палочке до нежнейшего юба, пенки, образующиеся при варке соевого молока. Кульминацией гастрономического опыта в Киото является обед кайцеки, смена множества маленьких блюд, каждая из которых оформлено как произведение искусства. Повар учитывает не только вкус, но и температуру, цвет посуды и даже текущую погоду за окном, чтобы создать идеальный момент наслаждения. Наше путешествие по Киото подходит к концу, но этот город невозможно узнать до конца даже за всю жизнь. Киото — это доказательство того, что можно быть современным, не теряя своих корней.
Здесь чтят традиции не потому, что так положено, а потому, что в них сокрыта мудрость и красота, способные поддерживать дух человека в самые трудные времена. Киото — это не просто памятники архитектуры, это люди, мастера, вручную расписывающие шелк для кимоно, монахи, каждое утро подметающие гравий в садах, повара, доводящие вкус бульона до совершенства. Уезжая отсюда на скоростном поезде Синкансен, вы почувствуете, что Киото навсегда остался в вашем сердце, напоминая о том, что среди суеты и хаоса всегда есть место для тишины, гармонии и вечного поиска совершенства.